Сверхбольшая емкость в 70 тысяч мАч, 2 Type-C порта и 2 USB-A порта, максимальная выходная мощность в 100 Вт, поддержка быстрой зарядки до 65 Вт, LCD-дисплей, фонарик с 3 уровнями освещения, режим SOS, прочные материалы, система безопасной зарядки с отслеживанием 9 показателей. И, разумеется, это только малая часть того, что нам заявляет сам производитель в рекламе к пауэрбэнку под названием MoveSpeed Z70 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я, как всегда, вам сейчас расскажу. Начнем. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо просто подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматом в розыгрыше. Приходить на стримы, которые проходят каждый месяц в конце месяца, не обязательно. Если победите, я вам напишу. Все происходит рандомно. Отзывы в ВК по ссылке в описании. Переходим к обзору. Распаковка. Поставляется данная модель в интересно оформленной упаковке из плотного картона, в целом, как и все модели от этого бренда. На упаковке есть название, изображение и краткие характеристики модели. Упаковка хорошая, в комплекте у нас сам Powerbank, краткое руководство пользователя на английском и китайском языке и довольно качественный 100-ваттный кабель с Type-C на Type-C. Но вот зарядного блока в комплекте нету. Весит Powerbank немало, 1 килограмм 307 граммов. Это прям очень сильно. А габариты составляют 165 на 116 на 44 мм. MoveSpeed Z70 Pro в продаже я встретил только черно-белый и черно-зеленый. Но в черно-зеленой расцветке он стоит почему-то дороже. Дизайн модели неплохой, выглядит во всяком случае устройство внушительно. Корпус выполнен из прочного качественного матового пластика, плюс есть пластиковая прозрачная вставка с одной стороны Powerbank. На ней можно заметить основные достоинства, а также линейку длиной в 13 сантиметров. Возможно, кому-то для чего-то пригодится, не будем фантазировать. Так как 70 Pro производитель позиционирует как внешний аккумулятор для походов или работы вдали от цивилизации. Сборка качественная, что можно сказать и про материалы, но корпус быстро собирает потертости, если его не класть в отдельный отсек рюкзака. К слову, в рюкзаке много места он не занимает, но он значительно прибавляет веса, как вы понимаете. На корпусе расположили тканевый ремешок, но карабина в комплекте нет, а также могли бы сделать на углу устройства, для того, чтобы Powerbank без проблем стоял в вертикальном положении на торце с ремешком, и надписи рядом с разъемами не были бы перевернуты. С противоположной стороны есть встроенный фонарь с 3 уровнями освещения и режимом SOS. Фонарь достаточно яркий, но он направленный. Также из полезного есть дисплей и механическая кнопка питания. Яркости дисплею не хватает, на улице приходится вглядываться. На нем отображается заряд внешнего аккумулятора, иконка быстрой зарядки, ток и напряжение в реальном времени. Перейдем к основным характеристикам и разъемам. MoveSpeed Z70 Pro использует встроенный чип управления Silan и систему мониторинга 9 показателей для обеспечения безопасности зарядки. Емкость у него 70 тысяч мАч, номинальная емкость 42 тысячи мАч при 5 вольтах 3 амперах. А по моим замерам 45 556 мАч при 4,9 вольтах и 3,3 ампера. Заряжается устройство по родному кабелю через разъем Type-C от 0 до 50 за 2 часа 10 минут, от 0 до сотки за 5 часов 50 минут, что довольно быстро, учитывая его возможности и емкость. Также отмечу, что пиковая мощность во время зарядки держалась около 2 часов 50 минут, и это круто. Далее мощность падает, при этом сам Powerbank не перегревается, что очень даже важно. Если заряжать его адаптером питания меньше, чем 65 Вт, то зарядка может достигать и до 9 часов. Type-C 1 на выход выдает максимум 20 вольт 5 ампер 100 Вт, соответственно. На вход же максимум 20 вольт 3,25 ампера на 65 Вт. Type-C 2 на выход максимум 20 вольт 2,25 ампера, то есть 45 Вт, как и на вход. Также есть два USB-A разъема, которые работают только на выход, максимум 12 вольт 1,5 ампера, 22,5 Вт. Если использовать разъемы вместе, то на выход Type-C 1 выдает 65 Вт, а Type-C 2 35 Вт одновременно. В случае, если использовать Type-C 1 и USB-A, будет 65 Вт плюс 15 Вт. Заряжать данной моделью можно любые различные устройства, это могут быть камеры, фотоаппараты, смартфоны, ноутбуки с соответствующим разъемом, Bluetooth-колонки и подобное. Совместим Z70 Pro с протоколами такими как FSP, SCP, AFC, Quick Charge версии 3.0, Quick Charge версии 5, Power Delivery версии 3.0, DCP, SAM, Apple PPS для
Type-C 1 и 5 фиксированных, а также набор PPS. Type-C 2 поддерживает FCP, SCP, AFC, Quick Charge версии 3.0, Quick Charge версии 4+, Power Delivery версии 3.0, DCP, SAM Apple, PPS и 5 фиксированных. Набор PPS от 3,3 до 11 вольт при 4,5 ампера. Остальные два USB-A порта поддерживают FSP, SCP, AFC, Quick Charge версии 3.0, DCP, SAM 2 ампера и Apple 2,4 ампера. По моим тестам заявленные возможности по распределению мощности верны. Если говорить отдельно о времени зарядки того или иного устройства, например, Apple iPhone 15 Pro с аккумулятором 3274 мАч, заряжается он от 0 до сотки за 1 час 20 минут. С силой тока напряжением 5 вольт 1,2 ампера. Apple MacBook Pro на 13 дюймов 2020 года заряжается от 0 до 30% за 25 минут, потратив 10% заряда Powerbank, держа 20 вольт 2 ампера. До 60% ноутбук зарядился за 50 минут и полностью ноутбук зарядился за 1 час 40 минут. Проблем с совместимостью нет, его можно использовать для зарядки большинства смартфонов разных брендов. То же самое можно сказать и про ноутбуки с камерами. 100 Вт Powerbank постоянно не выдает, что опять же неудивительно и логично. Все для того, чтобы устройство не перегрелось. Минусы: не до конца продуманный дизайн, тусклый экран во время использования. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую, MoveSpeed Z70 Pro, как и другие модели этого бренда, лично, по моему мнению, хороший выбор, так как они качественные и полностью соответствуют заявленным характеристикам. В плане возможностей Z70 Pro отличный внешний аккумулятор, но в плане удобства совсем нет. От меня девайсу однозначное да во время распродаж. Добра и удачи вам, дорогие друзья!